Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание 2024 году. Поговорим о высокосном годе, что от него ждать, на какие народные приметы, суеверия и традиции вам обязательно стоит обратить внимание. Давайте вместе далее более подробно будем разбираться. Итак, друзья, 2024 год, и он уже наступит буквально 1 января. Все мы с вами готовимся к встрече Нового года, но очень важно понимать, осознавать и знать, что же нам несет следующий год. И все очень боятся высокосного года, и вы знаете, это неспроста. Почему? Потому что наши предки именно этому году уделяли особое внимание, и собралось достаточно много интересных народных примет и суеверий. Конечно же, высокосный год считается высокосным хотя бы по одной простой причине, что у нас с вами добавляется один день, и у нас с вами в феврале не 28 дней, как мы с вами привыкли, а 29. То есть, соответственно, те люди, которые будут рождаться 29 февраля, или кто родился 29 февраля, они, к сожалению или к счастью, отмечают не каждый год свой Новый год. Кому-то обидно, кому-то, как говорится, экономически даже приятно, не нужно тратиться. Но стоит ли бояться высокосного года? Обращаем ваше внимание, что у нас, если мы посмотрим на китайский гороскоп, да, то символом 2024 года является деревянный, является зеленый дракон. А дракон у нас это символ мудрости, храбрости, усидчивости. Также 2024 год, если мы рассмотрим с вами астрологию вообще, то для многих людей это время перемен, кардинальных перемен, изменений. И очень важно, чтобы каждый научился подстраиваться под те изменения, которые будут приходить в жизнь. При этом, если вы не готовы будете подстраиваться, вы не готовы будете меняться, то в вашей жизни может быть и хаос. И пока вы сбалансируете те или иные сферы, это вы можете потратить время. Поэтому сразу наперед хотим вам сказать о том, чтобы у вас все было прекрасно и чудесно на протяжении 2024 года. Обязательно все планируйте, обязательно учитесь на протяжении 2024 года, развивайтесь, занимайтесь самообразованием. Даже если вы уверены и знаете, что вы профи или мастер своего дела, в любом случае старайтесь уделять внимание. Возможно, появляются новые курсы, новые какие-то программы, и ваша задача это все изучить. Ну а теперь давайте вернемся к высокосному году, насколько он плох или насколько он хорош, на что наши предки обращали особое внимание. Итак, что же нельзя делать в высокосный год? Итак, первое и очень важное, наши предки считали, что в 2024 году и вообще в любом высокосном году нельзя менять работу. Считается, что человек, который будет менять работу, он таким образом потеряет и в деньгах, возможно, ему коллектив будет достаточно очень тяжелый, агрессивный. Знаете, бывает так, что вы устраиваетесь на работу и не знаете, какой ваш коллектив, а потом оказывается, что целый террариум, где каждый пытается друг друга сожрать, подставить, разнести сплетни и так далее. То есть и считается, наши предки считали, что человек, который устраивается на работу в 2024 году, он долго не сможет быть на этой работе. Поэтому менять вам работу или нет, здесь вам нужно прочувствовать на интуитивном уровне. Если вы уже планировали делать этот такой вот веский шаг в 2023 году, то в 2024 году вам это не будет тяжело. Почему? По одной простой причине, что вы уже заранее это спланировали. Также считается, что по народным приметам, что нельзя начинать собственное дело, потому что ни к чему хорошему это не приведет. То есть вы прибыли к ту, на который рассчитывали, не получите. Будут постоянно возникать какие-то форс-мажорные обстоятельства, на которые вам будут приходиться тратить деньги или решать те или иные
вопросы. Далее, что нельзя еще делать в високосный год? Девочки и мальчики, нельзя покупать новое жилье. И тогда, если вы решите покупать новое жилье, то вы должны выполнить несколько условий, чтобы действительно вам в этом жилье было комфортно, вы чувствовали вдохновение, радость, и в вашей жизни было только изобилие и достаток. Первое, после того, как вы будете покупать в 2024 году жилье, независимость, это квартира или это дом, обязательно, вот, например, сегодня у вас произошла покупка-продажа, сразу же эту ночь вам нужно переночевать в вашем новом доме или квартире. И второе очень важное правило, непременно это нужно сделать вместе с кошкой. И не забывайте, что в дом или в квартиру обязательно должна войти кошка. Считается, что кошка таким образом убирает вот этот весь негатив, который, возможно, поселится или поселился уже вместе с вами. Кроме того, кошка вам подскажет, что и как. Главное, смотрите более внимательно. Далее, девочки и мальчики, что еще нельзя делать в високосный год? Нельзя ни с кем делиться планами на високосный год. А считается, что они не сбудутся. Даже говорят о том, что не делись планами в високосный год даже со своей кошкой и со своей подушкой. Вообще научитесь своими планами, мечтами, желаниями, какими-то идеями не делиться, потому что когда вы произносите в мир, то вы не знаете, какие энергии вокруг вас витают. И, к сожалению, вы таким образом, вместо того, чтобы привлечь в свою жизнь вот те радостные моменты, изобилие, достаток и благополучие, вы наоборот будете привлекать, и у вас не будет получаться. Поэтому сначала сделали, а потом уже рассказывайте. Кроме того, на протяжении 2024 года будьте осторожны с людьми. Почему? Потому что люди достаточно будут на протяжении 2024 года агрессивны. Кто-то будет очень злой, что у него ничего не получается, хотя проблема в самом человеке. Но каждый человек пытается найти виновного не в себе, а в других людях. И здесь вам нужно разобраться и понять, кто же является проблемой. Далее, считается, что в високосный год нельзя заводить питомцев. Это касается не только кошек, но и даже это касается, например, тех же птичек, собачки, рыбок и так далее. Потому что считается, что они не приживутся и будут болеть. Если мы говорим о том, что вы впустите в новый дом кошку, вы можете одолжить у своей подруги буквально на одну ночь. Но, конечно, вы должны с такой кошкой, знаете, чувствовать друг друга. Ваша такая кошка от соседки или от вашей подруги или от знакомой, она должна быть вам подходить по энергиям, потому что очень часто бывает так, что кошка, она выбирает сама себе хозяйку, вы знаете. И когда появляются другие люди в квартире, в доме, то кошка становится на дыбы. Ей не нравится, он начинает энергетики и заканчивая мыслями другого человека. Далее, если високосный год у вашего ребенка прорезался первый зубчик, то сделайте вид, что ничего не произошло. Многие люди начинают делать какие-то праздники, дарить какие-то подарки дорогие и так далее, и так далее. Все в своем, знаете, кругу сделайте, и не стоит об этом транслировать в ним, потому что вы таким образом можете нарушить энергетику ребенка, и у ребенка уже на протяжении всей жизни будут постоянно проблемы и с зубами, и со здоровьем. Кроме того, обращаем ваше внимание, что очень осторожно нужно быть с маленькими детьми на протяжении 2024 года, потому что энергетика, которая идет с космоса, она достаточно, ее будет очень много, и дети, они еще не могут правильно принимать эту энергию, поэтому главная задача родителей правильно общаться с детьми, чувствовать их и понимать.
Также, девочки и мальчики, наши предки считали, что путешествовать в високосный год также нельзя. Считается, что путешествуя, вы таким образом не только отдаете свои деньги своему окружению, но и также вы привлекаете всевозможные беды и неприятности. Но если вы запланировали еще отдых в 2023 году, знаете, для вас ваши любые путешествия к вояже пройдут достаточно удачно и успешно. Научитесь чувствовать сердцем, что вы хотите и как вы хотите. Далее, в високосный год не стоит жениться. Почему? Дело в том, что считается, что быстро люди разведутся. И считается, что и рожать детей нельзя, потому что они будут неудачниками. Конечно, кто-то скажет о том, что это неправда, потому что мы можем вспомнить таких известных людей, как Юлий Цезарь, да, как Павел тот же Дура, Марк Цукерберг и так далее. Те люди родились в високосные годы. Но вы должны понимать и то, что такие люди, они очень сильные духом, они идут наперекор судьбы, они идут наперекор тому, что говорят о них и как пытаются их увести. Также, возможно, вы в своем окружении видели людей, которые родились именно в високосный год, но будьте, пожалуйста, внимательны и все-таки осторожны. Далее, что еще нельзя в високосный год? Нельзя разводиться. Дело в том, что если у ваши отношения идут по швам, это не значит, что нужно прямо сейчас бежать и разводиться. Подумайте в високосный год и сделайте просто-навсего паузу. Да, разъедьтесь, разойдитесь на время. Возможно, это повод подумать и поразмыслить, как же вам жить дальше. Если вы почувствуете до конца 2024 года, что это не ваш человек, что вам с ним не интересно и у вас нет общих интересов, тогда уже прямо чуть ли не 2 января 2025 года и разведетесь. Никогда не спешите. Почему? Потому что когда человек ругается, он делает это все на эмоциях, он не делает это своей головой, да, и, соответственно, человек начинает говорить всякие гадости, говорить все то, что не стоило бы делать и говорить. Поэтому все-таки подумайте 10 раз перед тем, как разводиться. Конечно, если вы об этом планировали в 2023 году, и для вас 2024 год такой вот должен быть переломным, когда вы разводитесь, когда вы переезжаете в другой город, в другую страну, на другой материк, то есть вы уже заранее спланировали, то, конечно, у вас проиграется совсем по-другому ситуация. Обратите внимание, что очень важно, чтобы вы заложили основы в этом 2023 году. А вы знаете, еще есть время, чтобы спланировать, чтобы продумать многие моменты. И тогда 2024 год для вас пройдет достаточно легко, успешно и удачно. Ну, а если вы в 2024 году будете что-либо делать спонтанно, неосознанно, а это все будет основано на эмоциях, знаете, у вас ничего толком не будет получаться. Вы будете то в одну сторону бежать, то в другую. В конечном итоге это приведет к тому, что вы останетесь у разбитого корыта. Обратите, пожалуйста, мальчики, девочки, на это особое внимание. Еще одно интересное народное поверье, которое касается високосного года. И оно звучит следующим образом. Возможно, кого-то оно вас сейчас рассмешит, но все же озвучить нужно. В високосный год ни в коем случае нельзя собирать грибы. Считается, что именно в високосный год грибница вырождается, и вы можете отравиться. Но, конечно же, вы не знаете, когда же появилась конкретная грибница и с какой скоростью происходят в ней негативные процессы. Поэтому, вы знаете, здесь нужно спрашивать более детально тех, кто собирает грибы, потому что есть одно понятие, когда вы собираете определенные грибы, и вы не ходите в лес, да, а вы покупаете их в супермаркете, в магазине, и вам как бы без разницы, кто их собирает, как собирает, в какое время. А другое дело, когда рядом с вами настоящий лес. Я не говорю про посадку, я говорю про настоящий лес, где действуют свои определенные законы. И здесь, конечно же, нужно спросить у поколения уже пожилого, которое прожило свою жизнь, которое повидало много чего в жизни. Многие люди думают о том, что они могут видеть это через фильм или еще как-то, но знаете, помните о том, что
человеческую мудрость, вы знаете, она особо. Недаром говорят, что вот было бы здорово в молодости иметь ту мудрость, но так не бывает. Или человек в старости имеет мудрость, но имеет проблемы со здоровьем, или по молодости имеет здоровье, но не имеет мудрости. И здесь, конечно же, нужно стараться находить баланс. Для этого у нас с вами есть близкие люди, для этого у нас есть бабушки, наши прабабушки, которые всегда вам могут подсказать. Конечно же, они не такие современные, как вы, например, на данном этапе в жизни, но, вы знаете, вот эту жизненную мудрость, ее ничем не убрать или ничем не вычеркнуть, потому что жизнь пройти, не поле перейти. Помните, пожалуйста, об этом. Вот такие вот народные приметы и суеверия, друзья, очень важные, которые касаются високосного года. Мы надеемся, что эти советы, эти рекомендации вам помогут в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео именно для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, друзья. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.